Рыболовство – исконный промысел латышей. В Рижском заливе в основном водится мелкая рыба – салака и балтийская килька, которую латыши называют шпротус. Именно от этого слова произошло название шпроты копченой рыбы в масле, которую в советское время можно было найти на любом праздничном столе. Сейчас, однако, даже эта, казалось бы, традиционная для Латвии отрасль переживает не лучшие времена. Об этом пишет в своей недавней статье известный латвийский политик и бывший мэр Вентспилса Айварс Лембергс. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми выдержками из его материала. Десятилетиями рыбоперерабатывающая промышленность и, в частности, производство шпрот играла важную роль в экономике Латвии. Этот популярный в странах бывшего СССР продукт обеспечивал тысячи рабочих мест, экспортировался во многие страны и был одним из основных источников дохода для прибрежных регионов. Однако, российский запрет на ввоз рыбной продукции из стран Балтии в 2015 году стал для отрасли настоящим ударом. Когда в 2014 году началась санкционная война, шпроты и другие рыбные консервы не сразу попали под запрет. Но уже в июне 2015 года Россия запретила ввоз латвийских шпрот, ссылаясь на нарушение санитарных норм. Кроме того, российские предприятия к тому времени уже освоили технологию производства шпрот. Сегодня даже в рижских магазинах можно найти шпроты, произведенные в России. Более того, на этикетках калининградских консервов красуется название «Рижское золото». Россельхознадзор заявил, что в латвийской продукции обнаружено повышенное содержание бензопирена, вещества из группы канцерогенов. Несмотря на заверения латвийской стороны в соответствии продукции нормам ЕС, экспорт в Россию был прекращен. Этот запрет стал тяжелейшим ударом для латвийской рыбной промышленности. По данным Еврокомиссии, до 70-80% латвийских шпрот экспортировалось в Россию. Совокупный доход от экспорта составлял более 20 миллионов евро в год. Потеря основного рынка сбыта привела к сокращению персонала и производства. Некоторые предприятия были вынуждены закрыться. С 2015 по 2020 год количество рыбоперерабатывающих предприятий в Латвии сократилось более чем на треть. По данным Латвийской ассоциации производителей рыбной продукции, если в начале 2010-х годов в стране было около 120 заводов и цехов, то к концу десятилетия их число сократилось до 80. Затем латвийские власти поссорились с Беларусью, потеряв еще один рынок сбыта. Больше всего пострадали небольшие семейные предприятия, которые не смогли приспособиться к новым условиям. Крупные заводы, такие как Бревес Вильнис или Вентспилс Зивджу Консерву Комбинатс, оказались в менее катастрофическом положении благодаря поиску новых рынков сбыта, однако без России значительная часть продукции оставалась нереализованной. В странах Балтии шпроты – это не просто консервы, это местный деликатес и своеобразный символ региона. После введения российского эмбарго латвийские производители начали активно искать новые рынки сбыта. ЕС оставался важным направлением, но спрос на шпроты в Европе оказался значительно ниже, чем в России. Кроме того, на европейском рынке появилась конкуренция со стороны Эстонии. Шпроты, так хорошо знакомые жителям бывшего СССР, не пользовались особым спросом в Западной Европе. Их покупали в основном выходцы из постсоветских стран. Появилась идея продвигать латвийские шпроты на рынках Азии, в Китае, Японии и Южной Корее. Поначалу экспорт в Китай действительно рос. В 2017 году туда было продано более 500 тонн продукции. Однако на азиатском рынке латвийским шпротам пришлось конкурировать с норвежским и японским тунцом. Еще одним перспективным направлением считался Ближний Восток, но для этого требовалась адаптация продукции к местным вкусам. Дополнительной проблемой стала сертификация. В каждой стране свои требования к качеству и упаковке. Например, для стран, где большинство населения – мусульмане, продукция должна иметь сертификат халяль, а для Израиля – кашер. Ситуацию усугубляла ценовая конкуренция. Себестоимость производства в Латвии была довольно высокой. В странах с дешевой рабочей силой, например, во Вьетнаме, аналогичная продукция стоила дешевле. Высокая себестоимость латвийских шпрот была связана также с дорогими энергоносителями и дорогостоящей логистикой.
Чтобы выйти из кризиса, латвийские компании изменили маркетинговую стратегию, сделав упор на качество, экологичность и соответствие европейским стандартам. Однако на новых рынках потребители просто не были знакомы с этим продуктом. Производители экспериментировали с упаковкой. Прозрачные стеклянные банки, удобные форматы гурме, акцент на органическое происхождение продукта. На некоторых рынках, например в США, шпроты пытались позиционировать как европейский деликатес для современной кухни, но в США предпочитают анчоусы, а шпроты покупали в основном выходцы из бывшего СССР. В Европе и Америке шпроты проигрывали конкуренцию другим морепродуктам – тунцу, сардинам, креветкам и лососю. Закрытие и сокращение производства на рыбоперерабатывающих предприятиях больно ударило по прибрежным районам Латвии – Лиепае, Вентспилсу, Салацгриве. В некоторых небольших городах эти заводы были градообразующими. Сокращение производства привело к росту безработицы, оттоку населения и снижению уровня жизни в этих регионах. Несмотря на трудности, некоторые компании решились на модернизацию производства, установив новое оборудование. Это позволило повысить конкурентоспособность продукции. Некоторые предприятия начали производить консервы из других видов рыбы – сельди, трески, скумбрии. Эта стратегия не принесла большого успеха, но позволила удержать часть рынка. Однако кредиты, взятые на модернизацию, увеличивали себестоимость продукции. Кроме того, в ЕС все больше внимания уделяется устойчивому рыболовству. Международные сертификаты, такие как MSC, Marine Stewardship Council, стали обязательным требованием для экспорта на многие рынки. Государственные субсидии и программы поддержки могли бы помочь преодолеть кризис. Но тут возникла новая проблема. Выяснилось, что многие производители используют для копчения не традиционную технологию, а жидкий дым. В Брюсселе запретили использование этого вещества в пищевой промышленности на территории всего ЕС. Это поставило под угрозу продажи латвийских шпрот. Растущая популярность здорового питания и органических продуктов, а также интерес к местным гастрономическим традициям могли бы помочь латвийским шпротам. Однако возвращение к традиционному копчению на ольховой щепе значительно увеличивает себестоимость продукции. Несмотря на то, что в Латвии достаточно ольхи, сам процесс копчения требует больших затрат энергии. Производство шпрот, которое много лет было символом Латвии и важным сектором ее экономики, находится на грани исчезновения. Попытки найти новые рынки сбыта столкнулись с множеством трудностей, от низкого спроса до высокой конкуренции. Вернуться на российские и белорусские рынки в ближайшее время не представляется возможным из-за политической ситуации. Рынки ЕС также закрыты, поскольку для Брюсселя интересы крупных поставщиков, таких как Норвегия, важнее, чем интересы маленькой Латвии. Латвия могла бы процветать, сохраняя традиционные экономические связи и используя свое географическое положение, как это было в советское время. Но власти выбрали другой путь, который привел к экономическому кризису. Закрытие крупных предприятий, таких как радиотехника, Рижский вагоностроительный завод и РАФ. Лишь некоторые примеры этой тенденции. Недавно обанкротилась и известная косметическая фабрика Дзинтерс, теперь под угрозой и рижские шпроты. Если бы Латвия ориентировалась на свои национальные интересы, а не на политические директивы извне, судьба многих предприятий, включая производителей шпрот, могла бы сложиться иначе. Уважаемые зрители и слушатели, согласны ли вы с выводами Айварса Лембергса? Поделитесь своим мнением в комментариях, особенно если вы живете в Латвии. Предлагайте темы для наших следующих выпусков. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Впереди еще много интересного. Спасибо за просмотр!